Ребята, всем привет из Одессы. У нас прям какое-то штормовое. Температура около нуля, но очень холодно. Вот этот провод всю ночь тарабанил соседский, а кондиционер и не давал мне спать. Понимаете, это ужас какой-то. Я ночью цветы заносила с лоджии северной с этой, потому что так задувало во все щели. А здесь у меня не сильно прям такая капитальная постройка. Там за стенкой идет трасса кондиционера, и мне туда вот дует сильно. Ну, в общем, слушайте, ну просто ужас, какая холодина у нас сегодня. Просто ужас. Никого и не видно. Все перебежками. Понедельник. С чем я вас и поздравляю, с началом рабочей недели. Спали более-менее спокойно. Вижу в чате, дома спрашивают, путают уже, знаете, уже люди путают звуки взрывов с порывами ветра. И такие вопросы в чате дома задают. Это что, ребята? Это что? Это прилет или это что? Пишут спокойно, это ураган. Прям, знаете, так вот, ни с того ни с сего, как задует, прям ужас. Такую погоду я тоже не сильно люблю. Наш парк такой выглядит очень серо, безжизненно. Люблю его весной, летом, ранней осенью, золотая пора, когда... А сейчас прям вот так вот это все выглядит ужасно. Ребята, это капец. Вышла на улицу. Плюсовая температура. Ну такой вообще Дубай просто невероятный. Ветер. Хорошо, что я Жорика сегодня не вывела на улицу. Он, конечно, грустит. Я собиралась, и он прямо смотрел на меня, таким грустным взглядом провожал. Ну что сделаешь? Можно было, конечно, найти место безветренное, но лучше пускай дома посидит. Завтра погода улучшится и выйдем. Ну, вот здесь между домами еще ничего. А как только выходишь где-то на открытое пространство, просто сносит. И я всегда боюсь, чтобы какая-то ветка на голову не упала. Очень много у нас деревьев, которые под спил уже должны быть. Как я сказала, под спил. Ну, здание под снос. А это... Ух ты! Кто это? Кто это пришел? Я вышла уже после обеда, ну, можно сказать, в обед. Потому что с утра вообще очень холодно было, и тучи были. Сейчас более-менее хоть солнышко выглянуло. Короче говоря, много деревьев, которые надо уже спиливать. Очередной какой-нибудь шторм, штормовое, обязательно где-нибудь упадет дерево. Это нехорошо, опасно. У нас, кстати, возле дома делали теплотрассу. Все никак не могли нам включить в начале отопительного сезона наш дом, потому что там резко все оказалось не так хорошо, как казалось. И начали там ремонтные работы производить. И что вы думаете? Подрезали корни экскаватором, огромный тополь многолетний, подрезали корни. Ну и теперь мы все знаем, что машины туда лучше не ставить, потому что он в какой-нибудь неподходящий момент свалится просто на машины и нам на головы. Вот так, а ждать, пока его спилят, это очень долгая процедура, хотя заявку уже подали. Вот здесь стройка. Как-то иду, и прям вот этот забор на тротуаре, на пешеходной зоне. Какой вкусный борщ. Но горячий. Выпросил у меня столовую ложку борща. И мама пошла на уступки. Разрешила борщика. Ребята кушали. Он не упросил. Ни у кого. Я только пришла, начала греть борщ, и все. Крыку. Вот кто любит борщ? Жорка любит борщ. Смачно. Ребята, всем добрый вечер. У меня кипит чайник. Я так хочу попить чай.
И заварю себе сейчас лаваре. Утром было очень холодно, и я первую половину дня вообще не выходила на улицу. Был сильный такой промозглый ветер. Чем я занималась, спросите вы? Я поливала свои цветы. У меня очень много разных видов орхидей, много хвой. И я обнаружила, что после того, как отопление включили, они начали быстро очень просыхать. И я сегодня вот, ой, я рано выключила чайник. Я сегодня прям занялась, и полдня у меня был полив. Потом вторую половину дня я посвятила поиску 2 препаратов аптечных, которые сейчас оказалось тяжело приобрести в наших аптеках. Может, это связано с концом года, я не знаю, но даже у поставщиков этих лекарств нет. Ну, я как бы выгребла последнее, все, что было в радиусе доступности. Конечно, неудивительно. Я помню начало войны. Все люди, у кого постоянный прием лекарств определенных, были озадачены поиском медикаментов, каким-то запасом, я в том числе, и были некоторые сложности. И вот периодически я перехожу то на один аналог, то на другой аналог. Почему? Потому что то тот производитель исчезает из аптек, то тот. То одного аналога нет, то другого. Вот так и прыгаем. И сейчас тоже смотрю, что заказала на таблетки UA и посмотрела, что вокруг меня этих лекарств нет. Там пластинка, там пластинка. Какой-то капец. Короче говоря, бывают такие ситуации. Возможно, это связано с концом года. Я не знаю, ребят. Даже не знаю. Все они из Европы идут. И почему их не завозят, непонятно. Ну, нашла. На месяц нашла. Не знаю, есть ли у вас такие трудности с лекарствами, с их покупкой, напишите в комментариях. Короче, у меня вот уже не первый раз такая ситуация. Как-то тревожно и печально. Пришла, а у меня борщик вчера я варила. Не вчера. Вчера, ребят, вчера. Вчера у меня был вместо борща Макдональдс, а сегодня думаю, ну наконец-то я покушаю своего борща. Жорка пристал, и мы с ним вместе покушали борщика на ужин. Уже, смотрите, уже 6 час. У меня обед плавно перешел в ужин. Покаталась на маршрутном автобусе, на маршрутке. Давно не ездила на маршрутке. Проехалась. Прочувствовала колорит, так сказать. Потом прогулялась. Прогулки пешком очень необходимы, особенно да для всех, для всех. И, как говорит мой супруг, надо, чтобы бедра двигались. Бедра качают кровь к мозгу, к сердцу. Поэтому надо много ходить. Так что вот так, друзья мои. Ой, кажется, я сделала себе очень такой крепкий чай, ребят. Ну ладно, на ночь. Ну, это еще не на ночь, но я вообще во второй половине дня стараюсь не пить ни кофе, ничего. Мы, кстати, сегодня открыли с младшим сыном. Муж привез, был на око, и его угостили вот таким чаечком. Это 100% чай, натуральный, малиновый. Там имбирь, корица, что-то там еще, ну, малина, соответственно. Ну, знаете, мне понравилось. Его надо залить в кружку, потом залить водичкой, ну, такой горяченькой, и 3 минутки подождать, он заварится. Такой вкусненький вообще, знаете, такое какое-то имбирно-малиновое варенье. Мне понравилось вообще. Я думаю, может, если встречу подобные чаи, есть такой облепиховый, а может, на око будем приезжать, купим. Интересный такой. Для разнообразия само то. Сейчас муж позвонил, говорит, я с работы еду, заеду в метро. Что тебе купить? Я как открыла холодильник,
Праздники на носу. Сегодня я купила только селедку. Все-таки я решила сделать сельдь под шубой. Хоть сегодня 29 число, но я решила, что я куплю селедку. Сейчас я ее разделаю. Я все оттягиваю время и буду разделывать селедку. Это, знаете, такая есть, она малосольная. Хотя на шубу надо было все... А может, она и не малосольная. Они могут говорить, что она малосольная, а потом по итогу, когда ты начинаешь ее пробовать и разбирать, она оказывается очень даже хорошо соленая. Но на шубу надо, конечно, хорошо соленую селедку. В общем-то, много людей, вижу, уже запасаются, уже скупляются. Было интересно постоять в очереди за селедкой и за скумбрией. Скумбрию я уже слопала. Я так люблю малосольную скумбрию. Я прибежала сразу, подогрела борщ, разделала качалочку скумбрии. Я такую целиком тоже купила. И с удовольствием слопала с борщом. Кто любит скумбрию и борщ, ставьте лайкосик. А кто ж не любит борщ? Скумбрия еще так себе, но мне вот тяжело после нее. Я маленький кусочек съела. И вот я в очереди за скумбрией и за селедкой постояла и прям, знаете, так послушала, кто что будет готовить. Ну, в принципе, все готовят одно и то же. Кто-то бутербродики делает, кто-то вот эти корзиночки и раскладывает салатик, кто-то будет курочку запекать, кто-то уточку. Я хочу просто взять бедро индюка, замариновать и в рукаве запечь. Отдельно сделать картошечку, такую по-селянски. И потом просто слайсиками нарезать индюшатину. Не знаю. Мои вроде одобрили. Ну, как-то все, как-то, знаете, вот ничего такого нету, ух-ах, чтобы они захотели, сказали, вот мы к празднику хотим именно вот это. Не знаю. Какие-то все наеденные, ничем никого не удивишь. Единственное, меня всегда младший сын просит, чтобы были бутербродики с икричкой, с красной он любит. Ну, о, кстати, а что я мужу не сказала? Сейчас я ему перезвоню, скажу, чтобы он в Метро посмотрел, есть ли красная икра. Там в прошлом году была вообще вот это, знаете, Светлана торговала на привозе, и Метро торговала как раз в прошлый год, да, перед Новым годом. Вот эта икра, которая свежая, она замороженная. Она соленая, но подмороженная. Сейчас я мужа наберу, спрошу, может такая икра есть? Мы в прошлом году так ее и не купили. А Светик Базаренко ею торговала. Но она, может, сейчас тоже торгует такую икру. Но у нее другая какая-то уже. Сейчас наберу мужа, спрошу, есть ли там какая-то такая интересная икорочка. Ну, чтобы на празднике была, ребят. Сейчас спрошу. Ну, та замороженная, да, по 2000. Это она была по 2000 или она сейчас по 2000? По 2000, ну это дорого, конечно. Ну, что-то... Да, посмотри такую, не такую самую-самую, которая там одна непонятно что, а такую более-менее, да? Ну, добрая, давай. Да, обнимашки. Короче, заказ принят. Ну да, та, конечно, очень дорого стоит. Может, когда-нибудь позволим себе. Не сегодня. Не в этом году, ребят. Да. Ну, я уверена, что она, конечно же, вкусная. Ну, покушаем из жестяной банки. Еще вот неплохая, которая в стеклянных баночках тоже, которую видно. Да? Она такая прям одна к одной, но она тоже стоит прилично. Что мне прям захотелось. Не, мне, честно говоря, сейчас икры вообще не хочется. Почему? Потому что у меня сейчас после скумбрии уже вот этот вот желание поесть рыбы отсутствует. Мне муж вчера говорил, кстати, ему предлагали черную икру 100 грамм, по-моему, 3500 гривен. Я говорю, ого-го-го. Ну, я черную в детстве ела, очень давно. Она мне очень не понравилась, с Сахалина. Привозили мои подружайки, бабушка передавала, почтой пересылала. Не передавала, а пересылала.
И помню, она такая была, и я худая, и она худая, а мама у нее терапевт. И вот это у нас вторая смена, и мне мама ее, тетя Ира, говорила: Анечка, зайди, пожалуйста, к Оксане, вытащи ее, чтобы она не опоздала на уроки, и обязательно скушайте по бутербродику, обязательно, потому что Оксана там что-то, она все боролась с тем, чтобы у нее там повысился гемоглобин, чтобы она немножко стала, не была такой зеленой. И вот это я помню, прихожу, Оксанка такая говорит: блин, мама сказала, чтобы мы с тобой съели эту. И достаем с холодильника такие два белых бочоночка, один с красной икрой, один с черной. Красную, она такая, знаете, прям, я помню, что она нам не нравилась, она такая там в соли много, мы ее еле так вот удалбывали. И черную вот это фу, нам она очень не нравилась. Вот я сейчас даже вспоминаю, и ужасно. Ну, нам на тот момент нам не нравилось. А красную мы ели с удовольствием, так побольше накладывали, а черную нет. И поэтому я как-то даже потом по жизни, у меня никогда не было желания отведать черной икры, наесться, и вообще даже пробовать не хотела. Даже дело не в том, ну, понятно, что она не дешевая, но вот почему-то после того случая не одного, а вот ежедневного прихода к подруге, и вот это вот мучение над этим бутербродом с черной икрой, я говорю, а вот тете Ире надо было, чтобы Оксана покушала и вместе с Аней, потому что за компанию хоть какой-то будет процесс происходить. Вообще, это мои воспоминания об этих бочонках с икрой, ребят. Так что вот так. А как бы... И у меня осталась в памяти вот эта детская ассоциация, что это невкусно. И все, хоть ты мне что говори, это невкусно. Напишите в комментариях свое мнение. Я думаю, наверное, как бы вы напишите, что наоборот очень даже вкусно. Ребята, короче, все, я никак не доберусь до селедки. Уже и мандарин нужно доесть. Не люблю я чистить селедку. Короче, хотела вам рассказать. Кисловатый. Вчера открываю Facebook. Моя хорошая знакомая ведет свою страничку в Фейсбуке. Она вообще занимается с недавних пор недвижимостью в Одессе. Мотается, устает эти объекты. И она на Фейсбуке показывает эти объекты, рассказывает, все, ходит, делает обзоры объектов. И, в общем, она столкнулась с хейтом. Это на тему ведения новичками каналов, но она не ведет YouTube канал. Решила я ей посуду помыть. Она, короче говоря, ведет свой Инстаграм и ведет Facebook. Не знаю, как это правильно называется. В общем, создает... В общем, контент у нее в Фейсбуке и в Инстаграме. И, в общем, я так иногда поглядываю, хотя ничего не собираюсь покупать. Я и так налог заплатила за недвижимость. Сегодня, кстати, пошла, заплатила. И, короче говоря, это вот. Там немного, но все равно. И... я иногда поглядываю, интересно, что творится там на рынке недвижимости сейчас у нас в наши времена. Ну и, в общем-то, она столкнулась с конкретным хейтом. Впервые. Конкретно там ее оскорбили, как я поняла. И ее это настолько возмутило, настолько ее тронуло. Знаете, когда человек никогда не сталкивался с хейтом, с оскорблениями, с такими откровенными. В общем-то, мне так было вчера ее жалко. Я-то, в принципе, уже на ютубе сколько? 6 лет? И так было. И я, в принципе, не обращаю внимания на хейт, если откровенно какое-то, ну, в принципе, если там на личности переходят, это однозначный бан, даже без разговора.
Мы все разные, у всех асимметрия, 100% у всех. И вообще, когда человек, который тебя вообще первый раз видит на экране, и вообще он о тебе ничего не знает, и позволяет себе там какие-то проходиться по твоей внешности, такое, знаете себе. Это признак невоспитанности, какой-то бычачьей, быдлотости. Я не знаю, даже не могу подобрать слова. Это некрасиво. Скажем мы с вами, некрасиво. Сейчас надо с этой селедкой разобраться. И, в общем-то, возьму досточку. Ее настолько я не ожидала, что она даже, в общем, видео снимет на тему, как ей обидно, как ей больно, как ей это неприятно, непривычно. Но я хочу сказать, я не стала ей перезванивать, что-то советовать, ее там поддержали, люди высказались, поддержка была капитальная. Она сегодня даже еще одно видео выставила, где она благодарит ребят, девчат за поддержку. Ну что я хочу сказать по этому поводу? Не обращайте внимания на хейт. Это того не стоит. Собака лает, караван идет. Этих хейтеров будет за время вашей деятельности на любой платформе ВОЗ и маленькая тележка. Я потрошу рыбу. Так, кто это у нас? Это у нас самочка. Кричка. Кричка. Ой, сейчас надо взять, ребята, мне полотенушко. Это самое. Я люблю промакивать полотенушком. И если вы будете хейтеров кормить своими реакциями на их хейт, то ничем хорошим это для вас не закончится в плане вашего психического, морального истощения. Будешь дергаться. Поэтому игнор и все. В бан отправили. Есть такие упертые хейтеры, которые будут без конца вам создавать новые аккаунты, доставать вас. Вы удаляете эти новые аккаунты. Ну что делать? Ну вот есть люди, которые так развлекаются. Вот им скучно. Они вас назначили жертвой и начинают к вам приставать и нести всякую чушь. И вот людям неподготовленным это очень болезненно переносят это, что ужас как. Так что модерация вам в помощь в том плане, что включайте на канале комментарии, модерацию. Пропишите, если это YouTube, недопустимые слова, чего я, кстати, не сделала, которые бы вы не хотели слышать и видеть в своих комментариях, да? Просто вот прям там есть такая вот в творческой студии, там есть прям, вы можете это сделать, прописать вот эти все слова, чищу селедку, я вообще не хочу, я так хотела, я не хочу, скумбрии наелась. И, короче говоря, это поможет, это уменьшит количество каких-то неадекватных зрителей у вас на канале. Так что, друзья мои, вот так. Это вот такой маленький вам совет, кто начинает, кто планирует свой канал на YouTube, там, либо где-то на другой платформе. Вы просто должны с самого начала понять, что всегда будут люди вами недовольные. Понимаете? Я не могу назвать их завистниками. Это бывает просто троллят. Вот просто вот развлекаются. Вот прицепився до тебя и все. И вот он что-то от тебя хочет. Есть такое. Есть такие даже удивительные товарищи, которых мы называем хейтерами. Они могут даже присылать блогеру нелюбимому, типа,
у которого он на всех видео сидит, все пересматривает, комментарии пишет. Нелюбимый блогер. Ничем его не задел, не зацепил. Но он прям не вылазит с его канала, с комментариев. Еще и донаты шлет. Ну, гадости пишет. Шлет донаты и гадости. Сопровождающее письмо в виде гадостей каких-то такое. Есть люди ж разные. Поэтому только адекватная реакция на подобные вещи. Мы должны сохранить себе психику. Ребята, а шо? Так вот оно и бывает. Всем не понравишься. Ты ж не $100, чтобы всем нравиться. Так, я уже снимаю. Есть всегда, знаете, люди, которые что-то да хотят сказать. Не всем присуще чувство такта, воспитаны все по-разному. У многих воспринимается блогер как, знаете, чуть ли не как психолог. Вот к психологу дорого ходить, а здесь вот выхалкался в комментариях, да, высказал свое фе на окружающую ситуацию в мире и сэкономил на психиатрах и на психологах. И все, выдохнул, высказался и пошел. Так что да, по-разному бывает. Так, мне теперь надо филировать ее. Филировать. Я вам даже не показываю, как я это делаю тебе, потому что это я не обладаю такими знаниями. Делаю, знаете, как вот, как делаю. Отделяю от хребта. Короче говоря, вот так. Сейчас я просто от хребта отделю, уберу кости крупные, разрежу на кусочки, на слайсики селедочку, положу ее в такой вот контейнер, залью растительным маслом. И так она у меня будет храниться, не знаю, когда шубу лучше, 30-го, до завтра. Завтра надо будет после обеда сделать шубку, чтобы 31 числа она уже, слои все прошлись майонезиком. Так что смачного, муж приехал. Иду разбирать сумки. Лайки ставьте, пишите комментарии. Ребята, короче говоря, я в шоке. Оказывается, муж в метро не смог попасть. Я думаю, что он так быстро приехал? Это я орехи бью. А он говорит, я машину не смог даже нигде поставить. Около метра коллапс транспортный. Представляете? Он туда сунулся, а там столько покупателей. Предновогодняя суета. Некуда поставить машину. Все с работы едут в метро за продуктами. Придется мне завтра с утра идти в Таврию. Я знаете, что делаю? Калачу орехи. Я набиваю тарелочку с орехами, ставлю на стол, и мои кушают. Нам подарили осенью целый мешок орехов. Добрые люди. Я вот так набью тарелочку. И бегаем. И клюем по зернышку. Так что, друзья мои, завтра мне предстоит идти с утра на шопинг. Встану, кофе выпью. Напишу сейчас, я сейчас список напишу, что я планирую. В мясной надо попасть. Короче, в метро не протолкнуться. Какая там красная икра. Даже за горошком невозможно попасть. Я говорю, надо было машину оставлять где-нибудь там в Лузановке и топать в метро пешком.